Я вам объясню, какой метод и для чего мы с вами используем. Поэтому я вам сказала о том, что у нас есть инструмент обязательно наш весь парикмахерский, которым мы и стрижем, и дорабатываем, филируем стрижку. Поэтому мы с вами на длинных волосах никогда не делаем прямой срез. Запомните это. И получается у нас такая достаточно мягкая, плавная линия. Ножницы вы не углубляете под корень. Именно мы с вами идем 2-3 мм по краю. И уже обратите внимание, что я беру уже зубчики побольше. Закрываем. Отрезали, убрали. Взяли следующую прядь, отрезали, убрали. И следующую отрезали, убрали. Вот смотрите, видите, разница в длине. Зона здесь не сведена. Сейчас я вам покажу. Вот они, видите, зона, видите, вот она короткая, и вот сразу пошла длинная зона. Отчесываю ее. И мы с вами методом штопки берем несколько прядей, несколько локонов. И опять же я делаю филировку, потому что у меня от корня короткий волос. Правильно? Что делает короткий волос длинным? Он дает объем, он приподнимает. Имейте понимание, где вы делаете себе первый надрез. Никогда не делайте его от корня. Вот так. Чем это отличается? Поэтому всегда овальные срезы дают более мягкое размытие, чем вот эти четкие срезы прямые. Потому что у нас с вами филировка, как правило, она делается больше на сухие волосы, а стрижка делается на влажные волосы. Так вот, смотрите внимательно, я показываю вам метод Point Cut. Чем, раз уж я же начала про Point Cut, давайте я вам скажу, это метод среза, но у нас Point Cut есть метод филировки. Это еще пока не филировка. Вот этот метод среза, он применяется во всех стрижках. И обязательно дорабатываем уже на сухие, на вытянутые волосы, чтобы нам видеть уже результат стрижки. Мы углубляем ножницы тогда, можем углублять на сантиметр, можем углублять на длину всего полотна. Ножницы держим мы с вами вот таким вот образом, перпендикулярно пряди. И работаем мы с вами только краюшками, только кончиками ножниц. Значит, соответственно, что происходит у меня после вот этого моего выщипа? Конечно, здесь все красиво, но не забывайте, что у меня вот здесь короткие волосы образовались. Вот смотрите. С противоположной стороны и оттянуть против, для того, чтобы мы создали более короткие волосы изнутри. Point Cut называется, потому что также точка. Но мы с вами решили, что Point Cut у нас 2-3 мм углубляется всего лишь. Поэтому этот метод, который мы сейчас сделаем, он тоже точкой, уколом. Здесь будет более короткая, приподнимется. Она будет такая озорная, скажем так. Чтобы перенаправить челку в другую сторону, я беру и перевожу, видите, расческу на более мелкую, для того, чтобы мне ее отчесать. А когда наверх, это там пикси, может быть, или такие средненькие стрижки, которые волосы чуть-чуть подвиваются, они так задорно смотрят наверх. Вот чтобы добавить им вот эту задорность при сушке, чтобы там девушка, ваша клиентка, легко посушила, и они поднялись. И создаем треугольнички на волосах. Видите, вот таким вот образом. Значит, смотрите, у нас с вами вот такая вот густая челка. Видите, вот конкретно. Нам надо ее порвать. Если вы начнете ее рвать отсюда, здесь будут короткие волосы. По массе смотрите, как она смотрится, красиво, некрасиво. Если вы считаете, что надо еще немножко добавить, значит добавляем. Но этот метод у нас идет с вами под корень. Мы с вами берем расчесочку, отчесываем волосы. Что сказала, что еще должна сказать. Значит, первый это у нас с вами бахрома. Так. Второй у нас с вами это прикорневой объем. Правильно? То есть вот этот метод вы можете использовать также вместо метода выщипа. Видите? То есть мы с вами просто это более выраженную текстуру. Также вот треугольничками себе рисуете. И у нас тогда более рваные, видите. Скажу честно, что кто называет его туннельным, кто называет его муш. Почему? Когда мы с вами берем прядку, да, и нам надо перенаправить волос, опять же. Здесь этого мало. Пикетаж идет каким образом? Вот мы двигаемся и видим, что волосы сверху ложатся. Вот эти волосы над расческой. Хороший объем у корня. И дальше просто уже структура локона. Локон будет удобно входить, рядом ложиться друг с другом. За счет этого будет создаваться больше красоты. Это филировочная у нас с вами бритва.
Да, вот она с такими зубчиками. И опасная бритва. Вот она без зубчиков идет. Определенную густоту. То есть у нас срез получается, естественно, острый треугольничек. Видите, здесь мы сделали уже короткий и плавно переходит в длинный. И вы будете задавать ее. Видите, срезает у нас хорошо. И вот у нас, видите, появляется такая вот рваность. Творческий подход. То есть мы с вами для каждого клиента создаем индивидуальную стрижку.